Мы продолжаем перелистывать страницы мировой истории, находясь в центре Средиземного моря на Мальте. В первой части мы поговорили об особенностях геологии Мальты. Далее рассмотрели, как эта геология повлияла на мальтийские проекты каменного века. А сегодня мы взглянем на некоторые наиболее яркие страницы истории древнего мира, которые касаются Римской империи и ее завоеваний. А также узнаем, кого стоит или не стоит обвинять в вандализме. Если интересно, обязательно досмотрите до конца. Напомним, что Мальтой до появления здесь римлян управляли финикийцы, которые превратились в карфагенян. И хотя финикийцев вроде бы уже нет, следы их влияния можно обнаружить во многих странах вокруг Средиземного моря. О Тунисе и Испании мы уже упоминали. Еще один пример – город Танжер на севере Марокко, о котором тоже постараемся рассказать. В 255 году до нашей эры, во время Первой Пунической войны, римляне совершили набег на Мальту, опустошив большую часть острова. Мальтийские острова перешли в руки римлян в начале Второй Пунической войны в 218 году до нашей эры. Командир карфагенского гарнизона без боя сдался римской флотилии. После окончания пунических войн Мальта очутилась в центре территории римского государства, и нападать на нее было некому. Римляне мирно уживались с обитавшими на Мальте финикийцами и греками. Свидетельством тому являются ципусы с надписями на греческом и финикийском языках, о которых мы рассказывали в предыдущем выпуске. Надписи были сделаны уже в то время, когда Мальтой владели римляне. Латынь же была официальным языком и использовалась римскими чиновниками. Из зданий тех времен сохранилась только римская вилла, которая была обнаружена на территории нынешней Мдины в 1881 году, когда копали яму, чтобы посадить дерево. Сюда были приглашены Луиджи Галиция и Антонио Каруана, которые сразу поняли важность находки и создали Мальтийский археологический комитет. Для того, чтобы сохранить найденные мозаики, уже в 1882 году было построено специальное здание музея, который сразу был открыт для посетителей. Но нынешнее крыльцо музея в классическом стиле было построено в 1922 году. Домус Романа построен в первом веке до нашей эры. Он состоял из нескольких комнат, расположенных вокруг перистиля, то есть крыльца с колоннами, окружающими центральный двор. Во дворе пол выложен мозаикой. В центре на нем изображены пьющие голуби, мотив, популярный среди богатых римлян. Граница этой мозаики с трехмерным эффектом была сложена лучшими мастерами того времени. Во время раскопок здесь была найдена статуя императора Клавдия, который правил Римом между Калигулой и Нероном, и бюст его дочери Антонии. Очевидно, что в этом здании проживала знатная семья. Под открытым небом за забором видны остатки домов римской эпохи, в которых жили люди попроще. В музее показано, как была организована кухня, водоснабжение, и освещение помещений в римские времена. Другие экспонаты, представленные в музее, включают различные скульптуры. Здесь также можно увидеть римскую посуду, украшения, заколки, датируемые римским периодом на Мальте. Экспонаты, найденные во время раскопок других объектов римского времени, хранятся в разных музеях Мальты. Например, в Музее археологии в Валетте представлена обширная коллекция монет. Считается, что на Мальте после кораблекрушения в 60 году нашей эры жил апостол Павел. В его честь названы залив и остров на Мальте. И тут остров Святого Павла, потому что по преданию святой Павел, когда он путешествовал по Средиземному морю, именно здесь, в этой бухте, его корабль потерпел кораблекрушение, но он выжил и обратил Мальту в христианство.
И святой Павел здесь встретил человека, которого звали Публий, и обратил этого Публия в христианство. И Публий стал первым епископом Мальты. Святой Публий считается покровителем Мальты, а это посвященная ему церковь в Флориане, так называется район Валетти. Однако имеющиеся археологические данные показывают, что мальтийцы массово обратились в христианство только через 300 лет после прибытия святого Павла, когда эта религия была объявлена государственной в Римской империи. Об этом свидетельствуют катакомбы, в которых мальтийцы римских времен хоронили умерших. По римским законам погребения внутри городских стен были запрещены. Поэтому невдалеке от города, который при финикийцах назывался Малет, а при римлянах стал Мелитой, были созданы подземные усыпальницы. Теперь они называются катакомбами святого Павла и святой Агаты. На улицах видим многочисленные указатели на катакомбы и грот святого Павла, поскольку это туристическая достопримечательность. Более того, оказывается, что один музей катакомбы государственный, а другой грот частный. А в грот святого Павла вход предполагается из отдельно стоящей часовни. Над катакомбами расположен музей, который рассказывает о том, как менялись традиции погребений. И какие предметы помещались рядом с умершими. Части экспозиции находятся в отдельно стоящих зданиях на территории, и при входе на установленном внутри экране начинается презентация. Выясняем, что катакомбы образовались в связи с добычей строительных материалов. А потом вот практически в карьере с камней устроили кладбище. Спускаемся в подземелье. Проходы узкие, но для удобства приема туристов организована подсветка, установлены решетчатые металлические полы, ступени и дорожки, по которым предполагается двигаться в определенном направлении, чтобы никто никому не мешал и не потерялся. Вот смотрите, здесь такие боковые ходы для погребения, собственно. Со всех сторон в стенах ниши и выемки для захоронений. Вниз идем. Спускаемся. Так, здесь голову берегите. В отдельных нишах видны выдолбленные полости, в которых должно было уместиться человеческое тело. Вот под этими настилами, по которым мы ходим, там травка растет. Наконец, выбираемся на поверхность. На выходе обнаруживаем витиеватый план подземелья, из которого только что выбрались. Восклицательными знаками на красном фоне обозначены панические кнопки. Ой, боюсь, заберите меня отсюда. Заходим в следующее подземелье. Ага, включается, когда мы заходим. Здесь обнаруживаем плиту с какими-то иероглифами. Сохранились надписи и камни с изображениями миноры, доказывающие, что не только святой Павел, но и другие евреи жили на Мальте в римский период. Пока бродим по улицам города, который теперь называется Рабат, расскажем, как на Мальте отразился распад Римской империи. О причинах этого распада написаны тома, но мы сосредоточимся на последовательности событий. В 395 году, после смерти императора Феодосия, восточная часть Римской империи, или Византия, досталась его старшему сыну Аркадию, а западная – младшему, 11-летнему Гонорию. Мальта сперва вошла в состав Западной империи, а затем ею стали править вандалы. Какой ужас! Несчастные мальтийцы, подумали вы.
Из школьного курса истории вырисовывается примерно такая картина. Высокоразвитые римляне возлежали в термах и слагали оды на латыни. И тут с севера ворвались вонючие дикари-вандалы, которые разрушили термы и храмы, сожгли оды, а потом убрались в свое болото, где устыдились своего поведения и сгинули. Вандалы действительно добрались до Рима, но не пришли с севера, а приплыли с юга. И реальные исторические события рисуют иной образ вандалов. Племя вандалов происходит из Южной Скандинавии. За несколько сот лет миграции оно через земли современных Польши, Германии, Франции и Испании добралось до Северной Африки. Надо сказать, что вандалы выделились среди других германских племен тем, что стали морским народом. Средиземное море в древнегерманских языках называлось морем вандалов – Венделзей. В 439 году на землях Западной Римской империи, включая Мальту, они создали королевство вандалов со столицей в Карфагене. С этим королевством римский император Валентиниан заключил мирный договор. Более того, его дочь Евдокия в 446 году была обручена с сыном короля вандалов Гейзериха. Но в марте 455 года Валентиниан был убит, а Евдокию отдали замуж за сына провозглашенного императором Петрония. Через 2 месяца после переворота мощный флот вандалов подплыл к Риму, и их король Гейзерих заявил, что он заключал мирный договор с законным императором. А теперь в городе сидит узурпатор, а у его сына невесту украли. И тут оказалось, что город Рим защищать некому. Вы удивитесь, но вандалы были христианами, и поэтому на переговоры с ними послали римского папу по имени Лев, которого позже назвали Великим. Лев договорился, что вандалов беспрепятственно пустят в Рим, а те обещали не подвергать город поджогам, а жителей пыткам и убийствам. И обещания они сдержали. Никого не убили, не пытали, ничего не сожгли. Даже организовали для нескольких тысяч знатных жителей Рима круиз в Карфаген с питанием all-inclusive. Правда, в Карфагене заявили, что обратный билет им должны оплатить оставшиеся в Италии родственники, согласно утвержденным расценкам. Ничего личного, просто бизнес. Вандалы устроили себе 2-недельные римские каникулы и набрали на память сувениров, такие как позолоченная крыша Капитолия. Прихватили также сувениры из Иерусалима, которые римляне привезли оттуда несколькими веками ранее. Евдокию тоже отвезли в Карфаген, и она там родила Хильдериха, то есть внука Валентиниана и Гейзериха. С такими родственными связями Хильдерих дружил с императором Византии Юстинианом. Со временем Вандальское королевство потеряло свой варварский характер и боевой дух. Византийцы называли вандалов самыми изнеженными из всех варваров. Возродить боевой дух вандалов попытался Гелимер, племянник Хильдериха, который арестовал и сверг дядю. Но византийский император Юстиниан не бросил друга в беде и организовал военную экспедицию. Менее чем за год византийцы разгромили войско вандалов. Но законный король Хильдерих был убит, так что пришлось присоединить их королевство к Византии. Пленных вандальских воинов отправили воевать в Персию, и более чем на 1000 лет о вандалах забыли. И лишь в 1794 году аббат Григуар выпустил доклад о разрушениях, творимых вандализмом, в котором осуждал действия армии Французской Республики по конфискации церковных ценностей. Так слово «вандализм» вошло в употребление как обозначение бессмысленного разрушения или порчи произведений культуры. Слово «вандал» стало бранным также благодаря Карлу Брюлову и другим художникам, которые рисовали разрушение Рима так, как им подсказывало воображение. В общем, вандалы стали жертвами черного пиара.
хотя почти ничем не отличались от живших в те же времена римлян или византийцев. Так Мальта перешла из Западной Римской империи в Восточную с остановкой на станции Вандалы. На ее жителях это почти не отразилось, просто менялись титулы наместников. Под властью Византии мальтийцы прожили еще 300 лет. Но в 870 году острова захватили арабы, и началась совсем иная история Мальты. И о ней мы, ваши гиды, Татьяна Андреева, Константин и Лев Красовские. расскажем в следующем выпуске. Чтобы не пропустить его, подписывайтесь на канал «Автозакордон» зимой и летом. Ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Увидимся на экранах ваших компьютеров и смартфонов.